Общие картинки. Мы сейчас переходим к таким более подробным этим самым слайдам, где будем разбираться, что произошло. В данном случае вторичный рынок, класс социальное жилье. Снижение за месяц минус 0,21%. Город Николаев в разрезе 4 административных районов. Видим, что наибольше всего подешевела недвижимость в Ингульском районе и, как ни странно, в Центральном районе минус 0,20% за месяц. Наименьше всего, я прошу прощения, наименьше, Ингульский и Центральный. А наибольше всего подешевела недвижимость в Корабельном районе, минус 0,22%. Переходим к следующему слайду, друзья. Это уникальный контент, он появился благодаря вашим просьбам. Вы меня просили: Андрей, покажи, что произошло с недвижимостью в городе на протяжении 4 лет войны, ну там и несколько месяцев, да. Подобного контента вы не найдете, друзья, в сети интернет. Если кто-то что-то подобное найдет, сбросьте мне ссылки, мне будет интересно. На примере самого большого класса рынка недвижимости, класс социальное жилье, я вот провел такое исследование и хочу вас ознакомить сейчас с ним. Период сравнения у нас будет поквартальный, это март 2022 год. Напомню вам, что война началась в феврале 2022 года, 24 февраля. Итак, мы видим, что стоимость квадратного метра в городе Николаеве, класс социальное жилье, $577 за квадратный метр. И вот заметьте, медленно и уверенно на протяжении всех 4 лет войны, в Одессе по-другому это все, вот эта кривая, еще это называется линия тренда, я ее аппроксимирую, то есть сглаживаю максимально. Видите, она такая ровненькая, но вот эти тенденции длиной больше 4 лет, они что? Устремлены, то есть отрицательная динамика, то есть снижение стоимости квадратного метра на протяжении всего периода войны. И уже в апреле 2026 года это $477 за квадратный метр, что показало вот здесь внизу, друзья, смотрите, есть табличка Excel, также посчитал за нас с вами снижение за весь период войны на 17,33%. Да, друзья, именно так ведет себя рынок недвижимости. Всего лишь на 17% подешевела недвижимость. Многие мне говорят: Андрей, да не может такого быть. Особенно это любят на эту тему рассказывать риэлторы, что рынок обвалился или обрушился на 70%, все пропало, все пропало. Или же наоборот, вырос на 90-80%. Рынок недвижимости, мы говорим сейчас о вторичном рынке жилой недвижимости, это не спекулятивный рынок. Первичный рынок, да, я там где-то могу, в общем-то, согласиться, что там более такие резкие колебательные процессы. А вот вторичный рынок, здесь, друзья, ситуация другая. Здесь за каждой квартирой это людские жизни, то есть люди живут в квартирах. И просто так люди не продают свои квартиры, то есть нужны обстоятельства, которые бы их заставили или же ну, продать или купить квартиру, то есть неважно. Поэтому это не спекулятивный рынок, и сравнивать его с фондовым рынком никак нельзя. Фондовый рынок – это спекулятивный рынок, и в одну торговую сессию вы можете как сказочно разбогатеть, так и, так сказать, сказочно обеднеть. Да? Рынок вторичный ведет себя по-другому. Итак, переходим к следующему, друзья, слайду. Здесь мы будем говорить о вторичном рынке эконом-комфорт класс. Длина исследования 1 месяц. Здесь снижение минус 0,16%. Посмотрите, отличается стоимость квадратного метра в разрезе административных районов. Это в абсолютных цифрах видим, да? И также снижение в процентном соотношении в течение 1 месяца. А следующий слайд посвящен первичному рынку квартиры эконом-класс. Снижение минус 0,23% за месяц. Также видим средняя стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах, здесь в долларах, и снижение в процентном соотношении за месяц. Следующий слайд у нас последний. Здесь говорим о квартирах комфорт бизнес-класс, первичный рынок. В разрезе административных районов видим стоимость квадратного метра и видим, насколько подешевело в процентном соотношении всего лишь за 1 месяц. Итого, друзья,